Приветствую всех на своем канале Новости Таро. С вами Светлана. Девчат, хотела с вами поговорить на такую тему, куда он пропал, почему не пишет, вернется ли вообще. Очень такая наболевшая тема, многие запрашивают, потому что, знаете, бывают ситуации, когда вот был и вдруг пропал, то есть с чем связано, как, начинаете волноваться, дергаться, что произошло, как произошло. Давайте попробуем немного прояснить ситуацию, приподнять этот занавес и уже определиться, где ваш Дон Жуан. Посмотреть, где он, в каких энергиях, что с ним вообще происходит на текущий момент. Давайте посмотрим. Давайте, девчулечки, посмотрим с вами. Хорошо. Предлагаю сделать один вариант. И будем смотреть. Давайте энергии вашего загаданного человека, вашего загаданного партнера пощупаем немножечко. Где он, что он, как он, с кем он. Давайте посмотрим. На расстоянии вы сейчас, на определенном расстоянии. У вас, смотрите, вы на расстоянии с вашим загаданным человеком, действительно ушедший он. Значит, пишите, но на связи. На расстоянии могут быть и в другом городе, и в другой стране, и вообще как бы можете быть на соседних улицах, но на текущий момент просто не общаться. Но все-таки есть переписки, есть какие-то сообщения, есть связь, но вы все равно ограничены друг с другом в общении. Почему? Потому что была какая-то, знаете, обида, какая-то, я не знаю, оскорбление, унижение, какой-то момент, который вас завел вот в состояние такой медитации, состояние стагнации. И, по сути, может быть, это было связано с не очень честной игрой по отношению к вам со стороны вашего партнера. Хорошо, что еще нам расскажут карты по вашей ситуации? Давайте смотреть. Что еще было? Что еще было? Ну, смотрите, здесь, видите, идут по пятерке, по семерке мечей. Был обман. Был какой-то обман. Обман со стороны вашего человека. Ну, ваш партнер, он легкий на подъем. Инфантильный немножечко, знаете, без обязательств. То есть такой пришел, ушел, такой, знаете, можно даже сказать, покорил и убежал дальше. То есть его вообще фактически этим все вопросы, которые тревожат вас, ему они не интересны. То есть по причине его инфантильности, может быть, несерьезности, может быть, обмана, какого-то, знаете, предательства, у вас ваши отношения пришли к моменту разногласий, и вы на текущий момент действительно являетесь чужими и на расстоянии. Поэтому что могу сказать? Он ушел, пребываете в страхе, в какой-то неизвестности, то есть планируете что-то, то есть вы все равно его ждете, вы в состоянии ожидания, то есть вы, знаете, вы как на распутье двух дорог, вы не знаете, что вам делать. Хорошо, давайте посмотрим вообще, по причине чего он исчез. Что с ним такое? По причине чего? По причине чего он исчез. А вероятно, смотрите, здесь какая ситуация. Здесь, возможно, было, может быть, вы давили на него по поводу брака, по поводу ваших законных отношений, то есть узаконить ваши отношения. То есть у вас было такое, может быть, давление на вашего партнера. И он, вы знаете, просто понимал, что это все равно груз отношений, это все равно какие-то обязанности, обязательства по отношению к вам. И он, по сути, он, знаете, не хочет вкладываться. Он вот зажал пентакли и вот действительно, как, знаете, такой материальный жадина, просто, ну, как бы не хочет с ними расставаться. И вообще не хочет, может быть, человек был в браке, не хочет брать на себя какие-то обязательства, которые были уже у него в прошлых отношениях. И он не хочет их переносить на эти отношения. То есть он реально просто испугался. Что еще можно сказать? Да, он, смотрите, он привык всегда быть на коне, он привык вокруг себя, скажем так, окружать красивыми женщинами, достойными, с достатком.
И поэтому он вот испугался, вероятно, каких-то серьезных отношений и на каком-то этапе просто ушел. Хорошо. Конечно, не очень хорошо. Но давайте посмотрим вообще чувства вашего партнера к вам на текущий момент. Пока смотрите. Чувства. Ну, смотрите, на текущий момент, к сожалению, отношения были расторгнуты, отношения разорвались, поломались. Был конкретно решен этот вопрос. То есть, возможно, у вас был разговор по этому поводу, по душам, и ваш человек, ваш партнер, он просто удалился, мягко кажучи. То есть он вышел из отношений. И на текущий момент у вас отношения на расстоянии, и он относится к вам достаточно холодно. Но все равно какие-то, знаете, переписки все-таки существуют. Так, хорошо, давайте посмотрим его действия по отношению к вам. Его действия. Ну, его, конечно, эта вся ситуация немножечко, знаете, не немножечко, а смущает. То есть он может и не спать по ночам, и переживать, и прокручивать это все. Поэтому он и звонит, и пишет, то есть есть какие-то переписки. Но вы уже здесь не хотите. Вот. И он все-таки вспоминает какие-то моменты, может быть, из ваших отношений, то есть какие-то иллюзии, такие, какие-то строит себе планы, мечты. То есть он там в ночи не спит и о чем-то мечтает. Может быть, вот и мечтает он, конечно, вот его тянет к вам, тянет именно физическая у него вот тяга к вам, знаете, такая вот близость, он вспоминает, как вам было хорошо, какие были у вас эмоции, как все это классно раскручивалось, но, в общем, он понимает хорошо, что не действуешь, А почему не действуешь? А не действуешь, потому что отношения были закончены. Отношения были закончены. И вот он здесь проигрывается, видите? То есть вот вы пара. Может быть, здесь и люди в браке были. Может быть, у них были серьезные отношения, законные отношения. Он не действует, потому что отношения были закончены. И, в общем, как бы все разошлись, все в печали, все переживают. Хорошо, вернуть это ты хочешь? Вернуть эти отношения ты хочешь? Ну, смотрите, что он хочет. Он бы хотел бы вернуть, но уже он далеко. То есть уже отношения вышли из стадии такой, знаете, такого момента, когда можно было бы еще их вернуть. То есть они уже набыли на такой тонкой грани, которой как бы уже возврата нет. То есть, по сути, получается, что вы были его любимой женщиной, но появились какие-то, знаете, может быть, третьи лица, может быть, какие-то хитрости, тайны, которые как бы привели к тому, мы уже понимаем, к чему они привели, к разрушению, к скандалам, к каким-то выяснениям отношений, резким поставленным вопросам и тут же как бы ответом на эти вопросы. Поэтому человек ушел в отшельники. Он просто вышел из этих отношений и на текущий момент пребывает именно, скажем так, в состоянии обдумывания. Хорошо, давайте я хочу посмотреть по Монаре, как вы это все воспринимаете, какие у вас чувства, как вы воспринимаете своего партнера. Ну, смотрите, у вас это тоже в прошлом осталось. То есть у вас был такой момент, что да, вы его ждали, вы на него молились, то есть вам это было интересно. То есть у вас были какие-то, знаете, такие обоюдный друг другу интерес. Но это уже вышло в прошлое. То есть вы, может быть, даже как-то себя вели эпатажно, эксцентрично, манипулировали, были в состоянии, знаете, жертвы. Ну, это все было уже, потому что как бы на текущий момент вы просто уже устали от этих отношений, и вам уже, как бы, знаете, это уже все равно, вам уже даже страшно возвращаться в них. То есть это все как бы было уже проиграно 10 тысяч раз, и вернуться обратно к этой ситуации вам как бы не доставляет интереса, у вас вызывает это просто страх. Хорошо, вы бы хотели, чтобы ваш партнер вернулся к вам? Вы бы хотели вашего партнера возвращения?
вы бы хотели, чтобы он вернулся. Потому что он все-таки для вас, ну, вот, любимый. То есть вы к нему питаете чувства. Мало того, что у вас сердечные чувства, у вас еще физическая близость. То есть вы бы хотели. Но вы понимаете, что просто так он не вернется. Он вернется очень резко. То есть все равно при встрече все равно будет выяснение отношений. Хорошо, и чем это может закончиться? Ну, по сути, если он вернется, то вы можете договориться. То есть вы можете договориться, прийти к какому-то консенсусу. Потому что в любом случае вы как императрица, умная женщина, знаете, как правильно повести разговор, вы знаете манипулировать правильными моментами. И, в принципе, у вас может здесь получиться союз. То есть вполне вероятно, вполне реально. Совершенно. Хорошо, давайте посмотрим тогда, выйдет ли он вообще на связь. Выйдет ли он на связь? Выйдет на связь, потому что вы для него, смотрите, вы для него единственная и неповторимая дама сердца. Он выйдет, он будет разговаривать, он помнит, как вам было хорошо, какие у вас были приятные моменты, он обязательно выйдет на связь. Хотя, может быть, какие-то все-таки треугольники, он в треугольниках и побывал, да, безусловно, но на связь он выйдет. На связь он выйдет, потому что все-таки треугольники были, и об этом вы будете беседовать. Хорошо, и по итогу вы вообще примете его вот после всех этих сюжетов в его жизни. Он для вас все-таки является вот любимым человеком в любом случае. Вы его можете принять. То есть вы, может быть, знаете, как-то по справедливости правильно поступите. То есть, может быть, он отработал какие-то свои моменты, то есть отработал какие-то правильные уроки, вынес из вот этих сюжетов. И вы можете его принять по справедливости, решить вопрос категорически, а может быть, даже и закончить отношения. То есть вы можете решить закончить ваши отношения. Такое может у вас быть решение. То есть вы уже будете выбирать, либо все-таки принять, но по справедливости вы все-таки закроете этот вопрос для себя. Потому что вас, вероятно, почему вы закроете, что вас не будет устраивать. Ну, уже потому что у вас, вы уже устали от этого. Вы уже устали от этих качелей, вы устали вот этого, знаете, выбора. То есть у вас уже совершенно другая жизнь, яркая, там, где вам хорошо, там, где вы светите, там, где вам тепло. Поэтому вам уже будет это неинтересно. То есть его возвращение для вас будет уже не алло. Поэтому вы возвращаться не захотите. Хорошо, и какой совет от арканов? Какой может быть совет? Совет. Занимайтесь, знаете, не страдайте, не переживайте, занимайтесь своим делом. Я не знаю, повышайте свою профориентацию, какие-то, знаете, изучайте какие-то новые науки. То есть делайте что-то, работайте над собой. И будет полная чаша в доме. Насыщайте себя любовью, каким-то духовным, совершенно новыми какими-то эмоциями. Насыщайте себя, не нужно вот это страдать. Тогда все у вас получится, как оно надо. Вот идите к новым берегам, планируйте семью, планируйте какие-то свои новые проекты, входы, скажем так, входы и выходы ваших дивидендов. То есть планируйте какие-то материальные моменты. Расширяйтесь, развивайтесь, вкладывайтесь в правильный бизнес. То есть занимайтесь собой. Вот такой был сегодня экспресс-расклад на тему, куда он пропал, вернется ли он. Отписывайтесь, как у вас проигрывается. С вами была Светлана, и до новых встреч.